Девчонки, всем привет! Сегодня хочу снять отчет по моему утреннему Project Pen за июнь. Здесь у меня лежат пустышки с предыдущих месяцев. Ну и давайте смотреть, что же получилось. На самом деле сейчас в Турции началось такое пекло, что я уже с разочарованием предполагаю, что вот этот прогресс летний, именно месяцы июнь, июль и август, он будет очень медленным и незначительным. Я уже вижу это по результатам, извините за спойлер. Но я ничего не могу с собой поделать. Такая жуткая жара, просто невозможно сильно краситься. Давайте смотреть. В утренний макияж, в утренний Project Pen у меня входит вот такой солнцезащитный крем с фактором 50 от Холики. Он такой, я бы сказала, классический. Он белесый, нужно ждать, пока он впитывается, он немного выбеливает. Сейчас у меня лицо подзагорело, поэтому как-то это немножко нивелируется, вся белизна, но тем не менее не самый лучший санскрин в моей жизни, скажем так. Это вот как будто немножко санскрин старого поколения. Я слышу отзывы от других девочек и знаю, что сейчас есть намного более современные формулы. Но я сначала хочу закончить то, что у меня есть, прежде чем пробовать что-то другое. Вот сейчас этого санскрина, он у меня, во-первых, похудел немножко, и его вот так вот в тюбике находится. Использую я его в размере горошины, и это обычный белый крем. Чтобы он мне не забивал поры, я его смываю сразу же после того, как прихожу с пляжа, с бассейна, то есть весь день я с ним не хожу, вечером я санскрин не использую, естественно. Здесь прогресс, ну, давайте считать, что есть, поставим его в эту сторону. Далее обычно я наношу консилер. Консилер у меня от Clinique, и он мне желтоват. Это оттенок CN10. Мне консилер этот нравится после того, как он стал подходить мне по цвету. В принципе, он меня стал абсолютно устраивать. Я пользуюсь только им и использую только его в первой половине дня, чтобы коже не было так тяжело, знаете, и этого санскрина ей достаточно. Это средство у меня фактически не участвует в Project Pen, я просто им пользуюсь летом, утром, потому что оно подходит по цвету на данный момент мне. Далее сразу я перехожу к пудровым продуктам для лица, и у меня, конечно, это мой бронзер от The Sime, и вот так вот он выглядит сейчас. Достаточно большая в нем ямка, уже видно вот эти вот рисочки. Я активно им пользуюсь. Практически остальные бронзеры из других проектов я забросила и пыталась максимально выжать из этого продукта, закончить хоть один бронзер за полгода, считай, но, как видите, мне все равно это не удалось. Конечно, я бы хотела его полностью закончить за июнь, но не знаю, зачем я ставила себе такие нереалистичные планы. Фактически, если посмотреть на прогресс, он значительный, я имею в виду прогресс с прошлого месяца. Я продолжаю пользоваться этим продуктом, использую его как продукт, в том числе для тела. И после того, как я стала использовать его как продукт для тела, он стал уходить намного больше. Все-таки я надеюсь вывести его за июль. Опять оптимистичные планы. И в связи с этим я хочу добавить другой продукт, новенький. Вот такой здесь сводч. Это хороший продукт, он мне нравится. Ну, во-первых, он становится немножко мне уже, наверное, и светловат, хотя вот на шею и на декольте для выравнивания тона он подходит хорошо. Ну, посмотрим, как пойдет. Мне очень нравится у него формула, такая очень пудровая, очень шелковистая, приятная текстура. И легко он наносится, и достаточно пигментированный, именно поэтому эти несчастные 4 грамма, я не думаю, что здесь в рефиле больше объем, они так медленно уходят. Ну, прогресс, тем не менее, есть. Идет продукт сюда. Что же я беру на замену? И сейчас вы будете надо мной смеяться. Ой, я беру вот такой вот огромный бронзер от Catrice.
Я знаю, что брать такой продукт Project Pen — это мазохизм. Я это понимаю, но просто я разложила все свои бронзеры, которые у меня есть в коллекции, и посмотрела, что бы я хотела вывести, и поняла, что у меня особо-то нечего выводить. Наоборот, я бы хотела увеличить свою коллекцию бронзеров, но довести ее, скажем так, до эстетического идеала. И для этого я все-таки хочу вывести бюджетные продукты исключительно из-за их упаковок, потому что, во-первых, эта штука очень огромная. Здесь, кстати, объем 30 грамм. Ну, можете себе представить, сколько вы будете наблюдать это блюдце у меня тут в видосах. В общем, во-вторых, рефил отваливается. Хотя я его вроде подклеивала, но, по-моему, недавно он у меня опять вывалился. Ну и хлипкая вот эта упаковка. Я понимаю, что надо этому бронзеру немножко помочь. Я планирую налечь на него именно летом. Загар у меня где-то до октября точно будет активно держаться. Здесь даже он и называется Face and Body, и я планирую использовать его и как бронзер утренний, и как тени в складочку века по утрам, и как вечером в качестве продукта на тело. Вот такой здесь оттенок. Мне вообще нравятся продукты для лица от Catrice, бронзеры от Catrice меня абсолютно устраивают. К формуле у меня нету никаких придирок. Мне по цвету этот продукт нравится больше, чем The Sime, потому что The Sime, он немножко странный. Он розовит на сводче, но на коже он выдает какой-то другой немножко оттенок, более рыженький. А этот бронзер, несмотря на то, что на сводче он смотрится более рыжим, ну не рыжим, а вот более таким, да, коричневым, у него очень хороший оттенок, он замечательный, я им уже пользовалась. Он, естественно, практически новый, пользовалась я им раз 5, и даже вот это вот теснение пальм не ушло. Мне продукт абсолютно понравился, полностью меня устраивает. Вот и посмотрим, получается, июль, август, сентябрь, октябрь, за 4 месяца проекта, что же будет с этим продуктом, вообще двинется ли он с мертвой точки. Мне самой даже интересно, все-таки 30 грамм это огромный объем, я все это прекрасно понимаю, у меня даже нету цели его закончить. Скорее всего, здесь что-то другое, какой-то другой фактор сработает, либо у него сломается упаковка, либо мне нужно будет куда-то переезжать, и он просто пойдет в расхламление, но сейчас я хочу поработать с ним. Сам продукт отличный внутри упаковки, сам продукт отличный. Ну и поскольку прогресса нет, кладу его на эту сторону и поехали дальше. Далее я наношу румяна. У меня это опять продукт от Catrice, Cheek Lover. Это оттенок 010 гибискус. Хорошие румяна. Я решила в прошлом отчете, что буду теперь налегать вот на эту половинку. И я не знаю, видно ли тут вообще изменения какие-то. Как бы вам пристроить-то? Наверное, нет. Но я пользовалась. Где-то раз 15 я, наверное, ими воспользовалась, тем не менее, этими румянами. Не знаю, будет ли видно изменения. Я, если честно, не увидела. Хорошие румяна. Они мне нравятся. На загорелую кожу они хорошо ложатся, подсвечивают. Прекрасная вещь. Ну, просто сейчас почему-то эта половинка у меня шла гораздо активнее. С другой стороны, я ее терла с февраля вот до такого состояния. Февраль, март, апрель, май. То есть 4 месяца у меня ушло на вот такое вот скашивание, скажем так. Ну вот, что-то по чуть-чуть. Хочу скосить вот этот бугорок, а потом уже набирать с центра, чтобы постепенно их вывести. Ну, вдруг до конца года получится. Почему бы и нет? Вот, в общем, вот так. Прогресса не вижу, идет сюда, к сожалению. Следующий продукт у меня это хайлайтер от Revolution. Стерлось название, по-моему, он назывался Мадам. А может нет, по-моему, Мадам. В общем, вот так вот он сейчас выглядит. И по этому продукту видно результаты, по нему видно изменения. Мне он нравится, нравится оттенок этого хайлайтера. Просто у него старая формула, знаете, такая мучнистая. Он хорошо лежит на лице. Ну, просто уже что-то не то. Уже что-то не то. Хотелось бы вывести. У него розовая база.
Из-за этого он очень удачно смотрится с румянами. Вот видите? Нравятся мне такие оттенки. Ну и хоть как-то он там что-то у него заканчивается. Даже не знаю, закончила ли я 1/4 этого хайлайтера или нет. Но я стараюсь. Я использую его как тень в уголок глаза. Я использую его непосредственно как хайлайтер. Вот, ну пока вот так. В принципе, результаты есть, поэтому пускай стоит вот здесь. Из прошлого месяца у меня еще один хайлайтер в проекте. Это хайлайтер от The Balm. Называется Let's Bold. Это очень красивый золотой хайлайтер. И он у меня идет для тела. Я использую его исключительно для тела. Мне нравится, как он смотрится на теле, потому что я его набираю такой легкой кистью, и на тело он ложится такими мелкими белкими отдельными золотыми блестками, которые в искусственном освещении и на солнце смотрятся просто потрясающе. Вот этот оттенок, конечно, он для тела просто идеальный. Я не знаю, мне он настолько нравится. Но из-за того, что... Причем я наносила его практически каждый день. Но из-за того, что набираю я его очень большой широкой кистью, сейчас покажу. Вот такой. Вот так вот набираю, по нему вообще не видно результата. То есть я там что-то набираю, но изменений, к сожалению, не видно. В ближайшее время я планирую, что буду наносить его и на ноги тоже. Надеюсь, что он у меня пойдет, но пока мне вам, к сожалению, показать нечего. Это все, что у меня в этом проекте есть для лица. Переходим к продуктам для глаз. И здесь у меня все стандартно. Помадка от Essence в оттенке 02. И вот я отмечаю прогресс, как она уходит. Каждый месяц одинаковое количество. Ну, это объяснимо, потому что я примерно одинаковое количество раз ей пользуюсь, то есть около 20 раз. И вот получается с февраля, сколько ее ушло. Я понимаю, что к осени, скорее всего, ну, либо уже к концу года она закончится. Мне она нравится, ну, естественно, откровенно говоря, сейчас мне этот оттенок не подходит, потому что я загорела, и такая серая помадка, вот она, ну, она смотрится странновато, просто как мой родной цвет бровей, но в бассейн, знаете, в бассейн сойдет, вот, поэтому я особо не придираюсь, вот так вот она выглядит, мне нравится, хороший продукт, удобный формат, но... Все равно продукт засыхающий, поэтому вывожу и пока не открываю то, что у меня в запасах. Далее тени. В качестве теней, во-первых, я использую в складку бронзер, в уголок глаза вот этот хайлайтер. Значит, у меня получается, давайте так и нанесем. Всего я использую по чуть-чуть. Не думайте, пожалуйста, что я летом, утром в бассейн или на пляж что-то там себе вырисовываю. Нет, конечно, это все очень легонечко и по чуть-чуть. Во-первых, вот эти два оттенка. Во-вторых, у меня участвует вот такая однушка от Офра. Не знаю, насколько тут будут видны изменения. Дело в том, что эта однушка у меня подбилась, и мне пришлось ее перепрессовывать. И получается, набираю я из центра и с уголочка. И вот так вот это все выглядит. Красивый цвет, просто в нем нет ничего особенного для меня. Но он подходит к данному макияжу. Получается, я наношу на все подвижное веко вот этот оттенок. Наверное, чуть-чуть видно. Все равно я их немножко израсходовала, поэтому я рада. Пусть хоть как-то эти однушки работают. Если будет какой-то переезд, конечно, дальше они со мной никуда не поедут, потому что, ну, это абсолютно рядовые тенюшки. И также у меня в проекте кремовые тени от Marc Jacobs. У меня это оттенок 78 Shimmy Deep. Очень красивые золотые блестки. Я наношу их такой легкой россыпью поверх вот этого оттенка. Они очень красивые. Прям немножко их наношу и распределяю пальцем. Сами по себе в одиночку они не очень хорошие, потому что они плешивят. При нанесении их трудно нанести красиво. Но на какую-то вот такую основу они очень красиво ложатся, очень красиво раскрываются вот такими вот отдельными крупными блестками.
симпатичные. Ну и получается вот такой вот у меня тут прогресс. Небольшой, хотя я ими пользовалась. Не знаю почему, ну как-то так. Ну, хоть что-то, хоть как-то движется. Закончилась у меня тушь коричневая от Golden Rose. Конечно, она не очень удачная для пляжа была, потому что она подтекала. То есть она особо ничего не давала на глазах. Формула здесь не самая удачная от Golden Rose. Мне она не понравилась. И брать я ее не буду. То есть она работала хорошо, как меня обычно устраивает, ну, может быть, недели-две. Пока она была жидкая, она была совсем никакая. Потом, когда она начала подсыхать, она опять стала никакая. Вот я терпеть не могу такие туши. Она была очень бюджетная, она стоила порядка 30 лир, это около 100 рублей, поэтому, ну, как бы, ладно. В принципе, она достаточно долго мне отслужила, и как такая повседневная утренняя тушь неплохо, но, слава богу, что она закончилась. И на замену я ей брала вот такую тушь от Sephora Size Up. Это travel формат. Недавно я ее открыла, пока не красилась. Такая здесь здоровенная щетка. Я даже не знаю, что из этого выйдет. Расскажу вам в следующем отчете. И без понятия, кстати, насколько мне хватит этой туши. Тут 1,5 грамма, а в Golden Rose 8,5 грамм. Ну, то есть, по идее, такого пробничка на месяц-полтора, да, наверное. Ну, посмотрим. Пока, естественно, прогресса нет, продукт новый. И остались только продукты для губ. И тут у меня один блеск на самом деле. И по нему очень маленький прогресс. Вообще, я думала, что этот блеск я выведу. Обычно блески у меня отлетают, но вот почему-то конкретно этим блеском так не выходит. И с одной стороны, я разочарована, потому что я хотела пустышку, а с другой стороны, я понимаю, что он мне очень нравится. Ну и ладно, буду им пользоваться. К тому же он очень подходит к сложившемуся вот такому золотому макияжу. Я его использую с карандашом, но вот сам по себе это просто... Куда бы его присоседить? Это просто золотые блестки. Он красиво смотрится на губах, особенно с карандашом. И именно, кстати, поэтому он очень медленно уходит, потому что у него достаточно много в составе золотых блесток, и сильно-то много его не нанесешь. Он очень красивый, летний блеск, потрясающе просто. Именно то, что я и хотела для летнего образа, для пляжа. Ну и в итоге вот плотного использования за месяц, а уход всего, ну я не знаю, ну тут даже сантиметра, наверное, нет. Я понимаю, что этот блеск точно до конца пляжного сезона со мной внезапно. И решила я добавить к нему, конкретно уже в проект, карандаш от Бакса. Я его как-то, наверное, замерю. Не знаю, правда, как. Очень не люблю замерять с бумажками, потому что у меня вечно до этих бумажек добирается дочка, все чиркает. Они у меня потом в таком плохом виде, эти все замеры. Давайте, наверное, просто мы как-то зафиксируем, что сейчас у меня вот так вот этого карандаша, то есть до рисунка губ, предположим, еще вот где-то сантиметр. Вот. Уходить этот карандаш будет очень медленно, я уже предполагаю. Я его использую с блеском, чтобы как-то очертить губы, потому что блеск немножко подвыбеливает, и они смотрятся вместе очень хорошо. Хочу вывести карандаши от Бакса свои, потому что они у меня уже старенькие, им уже около 3 лет. Я хочу обновить коллекцию, я хочу что-то свеженькое, вот, и поэтому этот карандашик тоже у меня появляется в проекте. Ну, собственно, и все. Вот так вот выглядит. Вроде как бы прогресс по продуктам есть, но пустышка только одна, и это тушь. Ну, не особо вот как-то так. Добавляю какие-то новые продукты, но по ним, естественно, никаких результатов. По румянам ничего не видно. В общем, не знаю, после того, как началась жара, я начала еле-еле краситься, и это, конечно, расстраивает, потому что я люблю краситься интенсивно, и когда какие-то обстоятельства меня этого лишают прогресса в моих проектах, в конце концов, я так немножко теряю мотивацию, но ладно, посмотрим, что будет за июль. Июль это вообще, июль-август это вообще такое пеклище в Турции, поэтому посмотрим вообще, что-то поменяется или нет. Вообще, у меня было очень много планов, я хотела вывести и этот блеск за июнь, и этот бронзер, получается, хотела закончить. Ничего из этого не получилось.
И, ну, что я хочу сказать про июль, я даже не знаю. Но все-таки я надеюсь, что выведу бронзер. Все-таки я надеюсь, что мы увидим его в пустышках хотя бы за июль. Вот. Ну, а так, понимаю, что просто все продукты будут постепенно уходить. И надеюсь, что прогресс будет виден. Спасибо, девчонки, что посмотрели это видео. Всем отличного настроения, чудесной летней погоды. Желаю вам прекрасных макияжей и прогресса в ваших Project Pen'ах, если вы их ведете. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока!